У меня сегодня день рождения, и я еду... В тот момент я еще не подозревал, что через месяц я потеряю практически все свои деньги и останусь почти что с голой жопой в Бангкоке. Йоу, меня зовут Ви, и это моя история. Я еду смотреть Убуд. В тот день я встрял в пробку в Убуде, понял, что не хочу так просрать день, и поехал смотреть на вулкан Батур. Это видео снято пару месяцев назад, на мой день рождения. Тогда у меня была подушка безопасности, я жил на чили, на расслабоне, рефлексировал о том, кто я, чем хочу заниматься. Короче, ни хера не делал. Сейчас, пока я монтирую это видео, ситуация кардинально изменилась. Я потерял все свои сбережения, смог наскрести на пару месяцев жизни, после чего наступит полное обнуление, и я останусь на улице. У меня есть выбор пойти на любую работу за деньги. Казалось бы, это самый логичный вариант. Или же попытаться в третий раз с нуля хаслить и зарабатывать нестандартными путями. Ну и вы понимаете. Я улетел из России в 22 году, как только началась война, так как служил по срочке в ВДВ и понимал, что будет полная жопа. И не ошибся, мне прилетело 8 повесток, а я пацифист-растаман и хочу смотреть балет. Недолго думая, я бросил все и купил билет на Шри-Ланку в один конец. Это была единственная страна, где у меня был хоть кто-то знакомый. Мне было 28, и это мой первый вылет за границу. С английским на уровне заказа кофе. Я улетел с маленьким рюкзаком, буквально пара футболок и зубная щетка. У меня были сбережения в $10 000, которые за полгода превратились в ноль. И тут начинается первый раз, когда я начал хаслить и выживать. За первые полгода я познакомился там со многими интересными людьми, и мне помогли устроиться дилером в подпольный покер. Удавалось держаться на плаву, но много денег я не заработал. Затем наступил не сезон, игроки разъехались, и я лишился этого дохода. А подработки на обменах валюты не хватало даже на выживание. У меня был выход на ребят, которые выращивали траву на острове. Я решил пуститься в авантюру и закупился у них на последние $300, создав себе одну из самых любимых своих работ на текущий момент. Привет, мам. Такого ты обо мне точно не знала. Я просто гонял на байке по острову от знакомых к знакомым, доставлял людям радость, при этом зарабатывая на жизнь и делал действительно то, что мне было в кайф. Спустя 2 года на Шри-Ланке и скопив пару тысяч баксов, я понял, что пора сваливать. Как бы я не любил свою работу, она была не совсем легальна, и постоянный риск быть пойманным меня душил. Плюс был март, начинался не сезон, друзья разъезжались, а цены на острове стали неадекватными, и я принял решение уехать во Вьетнам. Я не знал, чем там заниматься и как зарабатывать. Поспрашивал знакомых, и один из них предложил мне админить его телеграм-канал по крипте. Это была удаленная работа, что меня вполне устраивало, и получалось заработать в месяц примерно баксов 500. Я проработал так 4 месяца. К июлю мы раскачали канал и решили создать канал с платной подпиской. На запуск ушло меньше месяца, мы разработали концепцию, и мой доход неожиданно для меня вырос с $500 до 2000 в месяц, который наконец-то закрыл вопрос моей финансовой жопы. Во Вьетнаме я прожил полгода, был сентябрь, начинался не сезон. Разъезжались мои друзья, которые переехали со Шри-Ланки вместе со мной, и на свой 31-й день рождения я переехал в Бангкок. Казалось бы, все хорошо, деньги копятся, наступила стабильность и рутина, но я не нашел новых друзей,
перестал практически выходить из дома, так как все было под рукой. Стал больше жить в сети. Я хотел больше свободы и путешествий, и ощущал, будто живу не так, как мне действительно хочется. Но работа требовала 100% времени, и я начал выгорать, так как эта стабильность начала превращаться в клетку из 4 стен. Спустя 8 месяцев работы в таком режиме и с таким фоном я узнаю, что у меня СДВГ. И это перевернуло весь мой мир, так как я наконец-таки стал понимать, почему во мне столько прокрастинации и неуверенности в себе, почему я выгораю от стабильности и рутины, почему я не могу выбирать и почему мне так сложно понимать, чего я хочу, и что все это одни и те же паттерны поведения. К тому времени я накопил подушку, которая позволяла мне не работать 1,5 года, и принял решение уйти из проекта. Я понял, что меня душит работа только ради денег, и что я занимаюсь какой-то абсолютно бесполезной, неинтересной хуетой. Я решил искать то, чем я действительно хочу заниматься, а подушка давала мне время попробовать. Я больше не искал работу, я придумывал, как монетизировать свои мечты и желания, и тут ловушка захлопнулась. Я завис. Короче, есть два типа мотивации. Морковка спереди– это твоя внутренняя мотивация. Твои мечты, желания, вдохновение. Ну, когда ты что-то хочешь делать просто. И морковка сзади– это внешняя мотивация. Страхи, дедлайны, выживание. Когда нечего жрать и негде жить. Я завис на 5 месяцев, Карл, так как я не знал, что я хочу делать, какие у меня желания и что меня зажигает. Я не мог определиться, у меня сформировался страх ошибки. А что, если я потрачу подушку на то, что мне потом разонравится? За эти 5 месяцев я думал стать дайвером, обучиться на яхтинг, устраивать туры для путешественников и туристов, поехать жить к монахам и прочее. Это был паралич выбора. Я ощущал, будто у меня есть всего один выстрел, и он должен быть с идеальным 100% попаданием. А просто начать пробовать я не решался, так как я просто боялся прожечь подушку впустую. И я ушел в лютую прокрастинацию. Отвлекался на хобби, гитара, спорт. Но, будем честны, большую часть времени я просто разлагался. Аниме, игры, трава. Я тупо убивал время, чтобы не делать выбор. Проблема была в установке. Я думал, что обязан выбрать что-то одно, а я хотел все и сразу. Хотел проехать всю Азию на байке, увидеть альпак. Я хотел приключений. И тут меня осенило. Я постоянно снимаю то, что люблю. Путешествия, природу, людей. Но никогда не выкладываю. Пазл сложился. Мне не нужна профессия. Мне нужно снимать свою жизнь и сделать видео своим главным делом. Мне нужно было делать визаран, и с этими мыслями я отправился на месяц на Бали. Я решил отснять контент, как я живу в палатке и путешествую по острову. Так, ну... Я добрался, значит, до Батура. Вот он передо мной. Сегодня у меня день рождения, и это мой подарок самому себе. Господи, лучше как будто никто ничего не подарит. На 5-й день я попал в ДТП, сделал сальтуху через руль. Планы скорректировались, пару недель пришлось залечивать раны, но я все равно пожил в палатке и отснял материал. А потом я вернулся в Бангкок. И снова ступор. Я так и не начал монтировать. Загоняю себя вопросами, как сделать идеально, точно ли залетит. Я раздул такую значимость, что боялся подступиться к файлам. Получилась тупая ситуация. Подушка вытащила морковку из жопы. У меня было достаточно денег, чтобы сидеть в тепле и бояться.
А морковка спереди была еще слишком сильно размытой. Я тупо не был голоден. Скорее всего, так бы и продолжалось. Но моя подушка лежала под процент в крипте. И в один день я узнаю, что ее просто не стало. And it's gone. What? Don't poof. И самое интересное, вместо паники я почувствовал облегчение. То, чего я боялся, уже произошло. Ловушка комфорта исчезла. Я вернулся в начало. Шри-Ланка, Вьетнам, теперь Тай. Мне не страшно. Я чувствую себя в родном кризисном болотце. Но раньше я гнался за тем, что быстрее принесет доход. Сейчас же все иначе. Потеря денег позволила мне увидеть морковку спереди. Мои приключения, они уже начались, и главная проверка, готов ли я идти до конца или сольюсь. И вот я снова в нулевой точке. Делаю этот видос. Раньше я боялся остаться без денег, что я буду бомжевать. Но оказалось для меня намного страшнее пойти на нелюбимую работу или вернуться в Россию. И это стало моей гигантской морковкой в жопе. Закончатся деньги? Похуй. Пойду волонтерить за еду и кроп. И все равно продолжу заниматься блогом. Этот план Б уничтожил мой перфекционизм. Мне больше не нужно, чтобы блог стрельнул с первого видео. Мне не нужно заработать в первый месяц. Я готов делать это бесплатно, потому что снова делаю то, что действительно хочу. Так же, как было с травой, но теперь это более легально. Я больше не буду продавать свое время за выживание. Я рискую последними деньгами ради той морковки спереди, которую я вырастил. Этот канал — это не хобби. Это мой новый проект, моя третья попытка хасла. И я нашел свой страх, который заставляет меня двигаться. А какой страх мотивирует тебя? Так, что там? Типа клиффхенгер, да? Короче, дальше палаточный кемп на Бали. Как будто жопа чуял, к чему готовился. Ладно, пойду поем.